Здравствуйте, коллеги! Давайте поговорим о том, как мы можем использовать Jupyter Notebooks в наших повседневных задачах. Прежде всего, что такое Jupyter Notebooks? Это способ писать интерактивную документацию, которая содержит в себе некий текст, описывающий последовательность шагов, связанных с автоматизацией чего-либо, и, собственно, исполняемый код, который эту автоматизацию применяет. В нашем случае мы работаем с VS Code и .NET, поэтому мы можем использовать .NET Interactive и .NET Interactive ядро. Это позволяет нам, в свою очередь, делать ячейки в ноутбуке на основе Markdown, в которых мы можем писать документацию. И исполняемый код на одном из языков, поддерживаемых .NET, в данном случае F#, C# и то, что мы больше всего любим, PowerShell. Таким образом, у нас есть возможность делать интерактивную документацию, которую можно использовать для передачи знаний в другие команды. Эта документация будет содержать не только описание шагов и примеры кода, а реально исполняемый код, который можно будет дернуть прямо из самой документации. Давайте посмотрим на это поближе. В данном случае у нас есть некий .NET Interactive Notebook, который содержит описание некой инфраструктуры. Здесь написано, зачем и почему она создана именно такой. И поскольку мы используем .NET Interactive ядро, который поддерживает, например, Mermaid диаграммы, мы можем здесь прямо генерить картинки на основе Mermaid. Mermaid выглядит вот так в текстовом виде. Если его выполнить в ноутбуке, генерится изображение. В данном случае диаграмма инфраструктуры, которая идет вместе с документацией. Далее по тексту есть описание, что и зачем создается, какие компоненты там есть и так далее и тому подобное. И в конечном итоге мы переходим к коду, который мы можем запустить, загрузить нужные модули, нужные библиотечки, создать нужные ресурсные группы, environment, применить bicep шаблоны, создать еще каких-то ресурсов и в конечном итоге создать веб-апы. Это какое-то время может занять. Но как вывод из всего этого, мы можем сделать, мы можем сказать следующее. У нас есть вот такой вот способ делать такого рода документацию, хранить ее в source control, общаться с ней как с кодом, проводить тестирование всех этих скриптов. И самое главное, передавать знания не только как статический текст в Confluence, а прямо вместе с тем кодом автоматизации, который был заранее протестирован разработчиками. Что, с одной стороны, упрощает передачу знаний, с другой стороны, снижает порог вхождения для тех, кто эту документацию потребляет. Довольно часто встречаются ситуации, когда новые знания появляются по ходу разработки какого-то программного продукта. Эти новые знания еще неизвестны потребителям, например, operations командам. И эти команды довольно часто чувствуют себя некомфортно при получении новых инструкций от development команд. В случае с ноутбуками такая вот документация содержит информацию о том, какие команды запускать, с какими параметрами. И эта документация приходит вместе с самим кодом, который это все автоматизирует. И все, что нужно сделать, это запустить нужные ячейки. На этом у меня все. Спасибо за внимание. До новых встреч.